Какая тюрьма в мире действительно самая страшная? Ни Алькатрас, ни Гуантанамо. В одном американском блоке заключенные сходят с ума за 8 месяцев от полной тишины, а в бразильской тюрьме охранников нет вообще, и люди там режут друг друга за кусок хлеба. Это не кино, это реальные места, куда отправляют серийных убийц, и то, что там происходит, переворачивает любые представления о том, что значит настоящее наказание. Блок Х в тюрьме Пеликан-Бэй, штат Калифорния, построили в 89-м специально для тех, кого больше некуда деть. Серийных убийц, лидеров банд, заключенных, которые убивали прямо внутри других тюрем. Архитекторы проектировали его как машину для уничтожения личности. Без единого окна с видом на улицу, без общих пространств, без контакта с другими людьми. Камера размером 2,5 на 3 метра. Бетонные стены, бетонная кровать, бетонная полка вместо стола. Свет горит круглосуточно. Не яркий, но постоянный, так что понятие ночи исчезает через несколько недель. Прогулка в 1 час в день в бетонном дворике размером с большую ванную комнату, накрытом сверху решеткой. Небо не видно, только полоска серого цвета над головой. Никаких других заключенных рядом. Никакого шума, кроме собственного дыхания. Психиатры из Калифорнийского университета обследовали заключенных блока Х в 93-м и зафиксировали одну и ту же картину. После 8 месяцев одиночного заключения у людей начинаются галлюцинации, неконтролируемая агрессия и полная потеря ориентации во времени. Многие переставали понимать, сколько дней прошло. Некоторые забывали собственные имена. Один заключенный провел в блоке Х 28 лет подряд, с 89 по 2017. Его звали Тодд Эшкер. Он убил человека прямо в тюремном дворе еще до перевода в Пеликан-Бэй. За 28 лет он не видел живого дерева ни разу. В 2013-м заключенные блока объявили голодовку. Не требовали освобождения. Просили разрешить играть в шахматы и видеть солнце хотя бы иногда. Голодовку поддержали 30 тысяч заключенных по всей Калифорнии. Администрация тюрьмы отреагировала через 59 дней. Согласилась рассмотреть вопрос о шахматах. Но Пеликан-Бэй — это почти санаторий по сравнению с тем, что построили в Колорадо. Тюрьма АДХ Флоренс, которую называют Супермакс, открылась в 94-м после того, как в другом федеральном учреждении заключенные убили 2 охранников. Федеральное правительство решило создать место, откуда невозможно выйти и в котором невозможно ничего сделать. Им это удалось. Здесь сидят люди, чьи имена знает весь мир. Теодор Качинский, унабомбер, отправлявший бомбы в посылках на протяжении 17 лет. Ромео Рубио, организовавший взрыв в Оклахоме. Захариас Мусауи, причастный к событиям 11 сентября 2001. Всего около 400 человек. И каждый из них живет в абсолютной изоляции 23 часа в сутки. Камера в АДХ Флоренс устроена так, что заключенный не может видеть ни одного другого человека. Двери открываются дистанционно, еда подается через щель в стене. Душ находится прямо в камере, чтобы исключить любое перемещение. Мебель приварена к полу и сделана из цельного бетона. Телевизор есть, но показывает только образовательные программы и религиозные каналы. Интернета нет, газет нет, писем от незнакомых людей нет. Бывший директор тюрьмы Роберт Худ в интервью 2005-го назвал АДХ Флоренс худшим местом на земле, которое создали люди. Он сам там работал 8 лет. По его словам, самое страшное не насилие и не голод, а абсолютная тишина. В коридорах АДХ Флоренс настолько тихо, что слышно собственное сердцебиение. Охранники передвигаются в специальной обуви, чтобы не создавать звука. Заключенные неделями не слышат человеческого голоса. Качинский, которому сейчас за 80, написал из АДХ письмо своему адвокату, в котором описал распорядок дня. Подъем, 20 минут упражнений, чтение учебников по математике, сон. Каждый день одинаковый. Каждый год одинаковый. Он сидит там с 98-го. Пока американские тюрьмы держат заключенных в тишине и бетоне, в Бразилии пошли другим путем. Тюрьма Кандиру в штате Амазонас — место, где государство фактически передало контроль самим заключенным. Охранники заходят внутрь только в случае массовых беспорядков, и то не всегда. Все остальное время 4000 человек предоставлены сами себе в здании, рассчитанном на 350. Кандиру называют самой опасной тюрьмой Бразилии не журналисты, а сами бразильские полицейские, которые отказываются туда заходить без бронежилетов и автоматического оружия. Внутри действуют 2 враждующие банды. Красная команда и первая столичная команда. Они контролируют разные крылья здания, и граница между ними — это линия смерти. Заключенный, перешедший на чужую территорию случайно, не возвращается. В январе 2017-го в Кандиру произошло то, что бразильские газеты назвали «резней Нового года».
За 72 часа внутри тюрьмы были убиты 56 человек. Тела находили расчлененными, сложенными в мешки, выброшенными через решетки окон во двор. Охрана не заходила внутрь 3 суток. Когда вошли, насчитали 56 трупов и не нашли ни одного свидетеля, который согласился бы говорить. Серийные убийцы, попадающие в Кандиру, не получают никакой защиты от администрации. Их распределяют по баракам в зависимости от того, к какой банде они примкнут в первые сутки. Выбор банды — это выбор, с кем умирать. Еду в Кандиру не готовят централизованно. Каждый барак организует питание самостоятельно. Те, у кого нет денег или связей, едят то, что остается от других. Но есть тюрьма, которая устроена принципиально иначе, и от этого не менее страшная. Тюрьма Хальден в Норвегии на первый взгляд выглядит как студенческий кампус. Деревянные панели на стенах, картины в коридорах, студия звукозаписи, теннисный корт. Сюда отправляют норвежских серийных убийц. И условия содержания там лучше, чем во многих российских общежитиях. Андерс Брейвик, убивший 77 человек в 2011-м, содержится именно в таких условиях. У него отдельная камера с окном, тренажеры, компьютер без доступа в интернет, право на учебу. Он получил степень бакалавра политологии, находясь под стражей. Норвежское государство тратит на его содержание около 93 тысяч долларов в год. Это звучит как издевательство над жертвами, и именно так это воспринимают семьи погибших. Но норвежская система выстроена на одном принципе. Наказание — это само лишение свободы, а не условия внутри. Статистика показывает, что из норвежских тюрем возвращаются в преступность 20% заключенных. Из американских — 67%. Однако Брейвик эту статистику не улучшает. Он подал в суд на норвежское государство, заявив, что его права нарушены из-за недостаточного общения с другими людьми. Суд первой инстанции частично согласился с ним в 2016-м. Апелляционный суд это решение отменил. Брейвик подал новый иск. Пока норвежцы судятся с убийцей о качестве его изоляции, в Северной Корее существует тюрьма, о которой не знает почти никто, потому что оттуда не выходят живыми и не выходят вообще. Лагерь номер 14, известный также как Кэчхон, расположен в горах центральной части страны. Его площадь около 150 квадратных километров. Это не тюрьма в обычном понимании. Это закрытый город за колючей проволокой под высоким напряжением, где содержится от 15 до 20 тысяч человек. Среди них политические заключенные, их дети и внуки. Родственники врагов режима рождаются внутри лагеря и умирают внутри лагеря, никогда не видя внешнего мира. Единственный известный человек, которому удалось сбежать из лагеря номер 14 — Шин Дон Хёк. Он родился там в 1982-м, провел внутри 23 года и бежал в 2005-м, пройдя через электрифицированное заграждение по телу товарища, который погиб на проволоке первым. Шин рассказал, что в лагере не знал слова «любовь». Его не существовало в лексиконе заключенных. Еду добывали из земли, ели насекомых, крыс, зерна кукурузы, подобранные из земли после уборки урожая. Шин Дон Хёк после побега дал показания комиссии ООН и описал систему наказаний в лагере номер 14. За кражу еды — публичная порка. За попытку побега — казнь на глазах у всех заключенных, включая детей. Сам Шин в возрасте 14 лет был вынужден наблюдать за казнью собственной матери и брата. Их расстреляли за подготовку к побегу, о которой он сам же сообщил охране, не понимая последствий. Это не исключение из правил лагеря. Это и есть правило. Система намеренно строилась так, чтобы заключенные доносили друг на друга ради лишней порции еды. За пределами Северной Кореи существует место с другим типом безнадежности – юридической. Тюрьма Рикерс-Айленд в Нью-Йорке расположена на острове в проливе между Бронксом и Квинсом. Формально это следственный изолятор. Большинство из 5000 человек там не осуждены. Они просто не смогли внести залог и ждут суда. Иногда годами. Калиф Браудер попал на Рикерс-Айленд в 2010-м в возрасте 16 лет по обвинению в краже рюкзака. Залог составил $3000. Его семья не могла заплатить. Он провел на острове почти 3 года без приговора, без суда, в условиях постоянного насилия со стороны других заключенных и охраны. За это время его помещали в одиночную камеру 800 раз. Дело в итоге закрыли. Доказательств не нашли. Браудер вышел в 2013-м психически сломленным человеком и покончил с собой в 2015-м в возрасте 22 лет. На Рикерс-Айленд серийные убийцы и насильники содержатся вместе с людьми, обвиняемыми в мелких правонарушениях. Никакого разделения по степени опасности нет, только по наличию денег на залог. У кого есть деньги, тот выходит домой ждать суда. У кого нет, остается на острове. Совершенно иная модель безнадежности существует в Эль-Салвадоре. В марте 2023-го президент Наиб Букеле открыл тюрьму Сисот, центр содержания террористов. Здание рассчитано на 40 тысяч заключенных и заполнилось за несколько месяцев. Сюда свозили членов банд МС-13 и Баррио-18, которые на протяжении десятилетий контролировали целые районы страны и совершали убийства сотнями в год. Фотографии из Сисот облетели весь мир.
Тысячи людей в белых шортах, с бритыми головами, сидящие на корточках плечом к плечу в огромных залах. Никаких камер, только общие помещения, набитые людьми до предела. Спят на двухъярусных норах, выстроенных рядами без каких-либо перегородок. Прогулок нет, свиданий нет, адвокатов нет. Точнее, доступ к ним настолько ограничен, что правозащитные организации зафиксировали случаи, когда заключенные месяцами не могли связаться с защитником. Букеле называет СИСОТ своим главным достижением и публикует видео из тюрьмы в социальных сетях. Уровень убийств в Эль-Салвадоре упал с 106 на 100 тысяч человек в 2015 до 2,4 в 2023. Это одно из самых резких снижений уровня преступности в истории Латинской Америки. Правозащитники при этом фиксируют тысячи случаев задержания людей без доказательств вины. Достаточно татуировки, похожей на бандитскую, или доноса соседа. Внутри СИСОТ уже зафиксированы смерти от обезвоживания и сердечной недостаточности. Медицинская помощь минимальна. Температура в залах поднимается выше 35 градусов, вентиляция не справляется. Заключенные не знают сроков своего содержания. Многие получили 30 лет без права на досрочное освобождение по ускоренным судебным процедурам, которые длились несколько минут. Но все это меркнет на фоне того, что происходит в одном месте, о котором большинство людей даже не слышали. Тюрьма Тадмори в Сирии была закрыта в 2001 и снова открыта в 2011 с началом гражданской войны. Бывший заключенный Мустафа Халадж, проведший там 7 лет в 80-х, описал ее так: «Тадмор — это место, где тебя учат бояться звука собственных шагов». Охранники имели право убить заключенного за любой звук, изданный без разрешения. Разговаривать запрещалось, кашлять запрещалось, плакать запрещалось. В 1980-м за одну ночь в Тадморе были казнены от 500 до 1000 заключенных в ответ на покушение на президента Хафеза Асада. Точное число погибших неизвестно до сих пор, потому что никаких записей не вели намеренно. Тадмор закрыли второй раз в 2015-м. Боевики взорвали здание. Но люди, прошедшие через него, говорят, что тюрьма продолжает существовать у них в голове. Психиатры, работавшие с выжившими, зафиксировали один и тот же симптом. Бывшие заключенные Тадмора не могут находиться в тишине. Любая тишина длиннее нескольких секунд вызывает паническую атаку, потому что в Тадморе тишина означала, что сейчас кого-то убьют. Среди всех мест, где содержат серийных убийц, есть одно, которое отличается не жестокостью условий, а составом заключенных. Тюрьма Бродмур в Англии, да, это психиатрическое учреждение высокой степени безопасности, куда отправляют тех, кого суд признал невменяемыми на момент совершения преступления. Здесь нет слова «срок». Люди находятся в Бродмуре до тех пор, пока психиатры не признают их безопасными. Некоторые ждут этого решения 40 лет. Питер Сатклифф, йоркширский потрошитель, убил 13 женщин в конце 70-х. Суд признал его параноидным шизофреником и отправил в Бродмур в 84-м. Он провел там 32 года, получал лечение, давал интервью журналистам, играл в группе с другими пациентами. В 2016-м его перевели в обычную тюрьму. Психиатры решили, что шизофрения в ремиссии. В 2020-м он умер от осложнений после заражения коронавирусом в возрасте 74 лет. Семьи его жертв узнали о смерти Сатклиффа из новостей. Администрация их не уведомила. Одна из выживших, Мосс Олга Невилл, сказала журналистам, что 30 лет ждала его смерти и теперь не чувствует ничего. Только усталость. В Бродмуре одновременно находились Сатклифф и Ронни Крей, один из братьев-близнецов, державших преступный мир Лондона в 60-х. Крей убил человека в пабе на глазах у десятков свидетелей и был признан психически нездоровым. В Бродмуре он вел себя как светский человек, устраивал чаепитие, принимал знаменитостей и переписывался с поклонниками. Умер в 89-м от сердечного приступа. Соседство таких людей в одном учреждении создавало ситуации, которые трудно представить в обычной тюрьме. Деннис Нильсон, убивший 15 мужчин в Лондоне в конце 70-х, начале 80-х и хранивший части их тел в своей квартире, был переведен в Бродмур после нескольких лет в обычном заключении. Там он начал писать мемуары объемом более 300 страниц. Администрация тюрьмы пыталась запретить публикацию. Суд разрешил. Книга вышла в 2018-м, через год после его смерти. Нильсон умер в тюрьме от тромбоза в 2018-м. Его мемуары продавались на крупнейших книжных платформах мира по цене около 20 фунтов. За первую неделю разошлось несколько тысяч экземпляров. Совершенно другой тип учреждения. Тюрьма Полсмур в Кейптауне, ЮАР. Она строилась при режиме апартеида и изначально предназначалась для политических заключенных. Именно здесь Нельсон Мандела провел часть своего срока. После 94-го тюрьма сменила профиль и превратилась в место содержания самых опасных уголовных преступников страны. Сегодня Полсмур переполнена в 3 раза. При расчетной вместимости в 4000 человек там находится около 12 тысяч заключенных.
Туберкулез в Полсмуре фиксируется у каждого третьего заключенного. Банды внутри тюрьмы имеют собственные названия, иерархию и ритуалы инициации, предполагающие нанесение увечий новым членам. Охранники в некоторых корпусах появляются только для переклички. Все остальное время внутренний порядок поддерживается самими заключенными по собственным правилам. Серийный убийца, попавший в Полсмур без связи и денег, в среднем не доживает до первой годовщины своего срока. При этом в ЮАР нет смертной казни, ее отменили в 95-м. Пожизненное заключение в Полсмуре для многих оказывается короче, чем предполагает это слово. В Полсмуре убивает переполненность. В АДХ Флоренс убивает тишина. Но есть тюрьма, где убивает сама архитектура. И это не метафора. Тюрьма Карандиру в Бразилии была построена в 1921 в Сан-Паулу и к 90-м годам превратилась в крупнейшую тюрьму Латинской Америки. 8 тысяч заключенных в здании, рассчитанном на 1200. Коридоры настолько узкие, что 2 человека не могли разойтись. Вентиляция отсутствовала в большинстве корпусов. Туберкулез, холера и СПИД распространялись внутри со скоростью, которую врачи сравнивали с условиями военного времени. В октябре 1992 в Карандиру вспыхнул бунт. Причиной стала драка между двумя заключенными, которая переросла в столкновение между корпусами. Губернатор штата Сан-Паулу отдал приказ о силовом подавлении. 111 военных полицейских вошли в здание с автоматическим оружием. Через несколько часов было убито 111 заключенных, по одному на каждого вошедшего офицера, как потом подсчитали журналисты. Ни один полицейский не погиб. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большинство жертв были застрелены в упор, в голову или грудь с расстояния менее метра. Несколько тел нашли в камерах с закрытыми дверями. Людей расстреляли через решетки. Командовавший операцией полковник Удинальдо Мушкат был осужден в 2001 на 624 года заключения. Через несколько лет приговор отменили по процессуальным основаниям. Он вышел на свободу. Карандиру снесли в 2002. На его месте построили парк и школы. Но за год до сноса внутри все еще содержались заключенные. Последних вывезли буквально за несколько недель до начала демонтажа. Принципиально иначе устроена тюрьма Гибралион в Испании, но от этого не менее показательно. Испанская пенитенциарная система делит заключенных на 4 степени опасности, и серийные убийцы автоматически получают 4-ю, максимальную. Это означает одиночное содержание 22 часа в сутки, запрет на групповые занятия и ограничение переписки. Но главная особенность испанской системы в другом. В Испании действует так называемая доктрина Пайрот, решение Верховного суда 2006 года, по которому максимальный реальный срок заключения не может превышать 30 лет вне зависимости от количества совершенных преступлений. Анри Пайрот убил 27 человек в Мадриде в 80-х. Его суммарный приговор составил 3000 лет. Реально отсидел 30. Вышел в 2000 в возрасте 60 лет, получил новые документы и уехал во Францию. Испанский парламент изменил закон в 2010-м, введя понятие пересмотренного максимума до 40 лет для особо тяжких преступлений. Но Пайрот к тому моменту уже был на свободе. В России максимальный срок для серийных убийц – пожизненное заключение, которое отбывается в колониях особого режима. Самая известная из них – полярная сова в поселке Харп-Ямало-Ненецкого округа за полярным кругом. Зимой температура опускается до минус 45. Световой день в декабре составляет около 2 часов. Заключенные работают на производстве внутри колонии. Отказ от работы влечет перевод в штрафной изолятор. В полярной сове содержится Михаил Попков, осужденный за убийство 78 женщин в Иркутской области, одной из самых массовых серийных убийств в российской истории. Попков работал в милиции и использовал служебное положение для совершения преступлений с 1992 по 2010 год. Его задержали только после того, как криминалисты провели анализ ДНК с протекторов служебных автомобилей и всего личного состава местного отдела. Там же отбывает срок Александр Пичушкин, битцевский маньяк, убивший 48 человек в московском Битцевском парке. На следствии он заявил, что планировал убить 64 человека по числу клеток на шахматной доске и был расстроен тем, что не успел завершить задуманное. За полярным кругом в темноте и морозе эти люди проведут остаток жизни. Свиданий не более 2 в год. Писем тата не более 2000 в месяц. Телефонных звонков нет вообще, если только нет специального разрешения администрации, которое выдается в исключительных случаях. Пичушкин на следствии говорил спокойно, без эмоций, как человек, объясняющий правила настольной игры. Это не редкость среди заключенных, которые в итоге оказываются в одном конкретном месте – камере смертников. В США она называется коридором смерти.
и ожидание в ней длится дольше, чем многие успевают прожить на свободе. Камера смертников в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии крупнейшая в западном мире. 747 человек ожидают исполнения приговора. Средний срок ожидания — 25 лет. Некоторые ждут 40. Ричард Чейз, вампир из Сакрамента, убивший 6 человек и пивший их кровь, попал в Сан-Квентин в 79-м. До исполнения приговора не дожил. Принял передозировку накопленных таблеток в 80-м. Охрана нашла его утром в камере. Сан-Квентин — единственная тюрьма в Калифорнии, где приводят в исполнение смертные приговоры. Последняя казнь состоялась в 2006-м. С тех пор казни заморожены из-за судебных споров о гуманности применяемых методов. 747 человек ждут решения, которое откладывается уже почти 20 лет. Ожидания в камере смертников описывали многие. Рэндалл Адамс, попавший в нее по ошибке и проведший там 12 лет до оправдания, говорил, что самое разрушительное — это не страх смерти, а невозможность планировать что-либо дальше следующего дня. Психика перестает воспринимать будущее как существующее. Принципиально другая система в Японии. Японский коридор смерти устроен так, что осужденный не знает дня казни вообще. Уведомление вручается утром того дня, когда приговор будет исполнен. Никакого предупреждения накануне. Никакого последнего свидания с семьей, которое можно запланировать. Просто утром открывается дверь. И либо это обычный день, либо последний. Японские психиатры зафиксировали у заключенных, ожидающих казни в такой системе, специфическое расстройство. Люди перестают спать ночью и спят днем, потому что казни в Японии исполняются по утрам. Ночь становится единственным временем, когда можно чувствовать себя в относительной безопасности. Масуми Хаяси отравила 4 человек на праздничном мероприятии в 1998-м, подмешав мышьяк в карри. Ее приговорили к смерти в 2009-м. С тех пор она ждет в одиночной камере токийского следственного изолятора Касуги. Каждое утро потенциально последнее. Она подала апелляцию, которую суд рассматривал 7 лет и отклонил в 2017-м. Новая апелляция рассматривается до сих пор. В Китае система устроена противоположным образом, там не ждут. Китай приводит в исполнение больше смертных приговоров, чем все остальные страны мира вместе взятые. По оценкам организации Amnesty International, ежегодно казнят от 2 до 5 тысяч человек. Точные данные засекречены. Среди них серийные убийцы, но также коррумпированные чиновники, наркоторговцы и экономические преступники. Ян Минин убил 11 человек в провинции Хэнань в 2003-2004. Его задержали, судили и досея и казнили в течение 8 месяцев. От ареста до исполнения приговора прошло меньше года. В Китае это норма для дел, где вина считается очевидной. Метод казни в Китае. Инъекция, которую вводят в специально оборудованных автомобилях, курсирующих между учреждениями. Это позволяет проводить казни без строительства специальных помещений в каждой тюрьме. Тело после казни семья может получить только при условии оплаты расходов на содержание заключенного. Эта практика официально отменена в 2014-м, но правозащитники фиксируют случаи ее применения после этой даты. Между японским ожиданием без даты и китайским приговором за 8 месяцев пропасть в подходах. Но обе системы объединяет одно: они созданы для людей, которых общество решило исключить окончательно. Вопрос только в том, как именно это исключение оформляется: годами тишины или утренним стуком в дверь. Есть одно место, где этот вопрос решили радикально иначе. Там не исключают и не изолируют. Там перевоспитывают. И результаты этого эксперимента настолько неожиданны, что его изучают криминологи по всему миру. Место, о котором говорят криминологи, это тюрьма Бастой в Норвегии. Остров в Ослофьорде, деревянные домики, лошади, огород, теннисный корт. Здесь содержатся в том числе осужденные за убийство. И выходят отсюда с профессией, документами и планом на жизнь. Уровень повторных преступлений среди выпускников Бастой 16%. Это лучший показатель в Европе. Но Бастой вообще это финал истории для тех, кого система решила вернуть. Кульминация этого списка — место, где система окончательно сломалась и перестала быть системой вообще. Тюрьма Ла Сабонета в Венесуэле в 90-х годах стала местом, которое официально существовало как государственное учреждение, но фактически не контролировалось государством ни одного дня. Рассчитанная на 15 сотен человек, она вмещала от 7 до 8 тысяч. Охранники заходили внутрь раз в сутки. Посчитать живых. Все остальное время тюрьма жила по законам, которые устанавливали вооруженные группировки внутри. Вооруженные — не метафора. В Ла Сабонета у заключенных было огнестрельное оружие. Пистолеты, обрезы, самодельные ружья — все это проносилось через коррумпированную охрану за деньги. Группировки делили здания на зоны, торговали наркотиками, едой и защитой. Те, кто не мог платить, не ели. Те, кто не примкнул ни к кому, не выживали. В январе 1994-го в Ла Сабонета произошло то, что вошло в криминальные хроники как одна из крупнейших тюремных резней в истории. Конфликт между двумя группировками перерос в массовое убийство. За 2 суток погибли 192 человека. Охрана не входила внутрь все это время.
Когда вошли, тела лежали в коридорах, камерах и дворе. Часть была сожжена. Венесуэльское правительство провело расследование. Его результаты засекретили. Директора тюрьмы сняли с должности. Через 3 месяца в Ла-Сабонета снова фиксировали вооруженные столкновения. Это не единственный случай такого масштаба в Латинской Америке. В Гондурасе тюрьма Сан-Педро-Сула в 2009-м пережила пожар, унесший жизни 107 заключенных. Расследование установило, пожар начался намеренно. Одна группировка заперла членов другой в камере и подожгла матрасы. Охранники снаружи слышали крики и не открывали двери 18 минут, ожидая команды от начальства. Команда не поступила вовремя. В Бразилии тюрьма Анисиу-Жабин в Манаусе в январе 2017-го, в те же дни, что и резня в Кондирусе, потеряла 56 заключенных за 12 часов. Это была война между группировками «Семья с севера» и первая столичная команда за контроль над наркотрафиком внутри тюрьмы. Охрана эвакуировалась с территории в первые минуты конфликта. Тела находили в разных корпусах. Некоторые обезглавленные, некоторые сброшенные со 2-го этажа. Бразильское правительство объявило о реформе пенитенциарной системы, выделило финансирование. Через 2 года в той же тюрьме Анисиу-Жабин зафиксировали новое массовое убийство. 15 человек за одну ночь. Но самый показательный пример системного коллапса, то есть не Венесуэла и не Бразилия, это Филиппины. Тюрьма Билибид в Маниле, крупнейшая в стране, рассчитанная на 6 тысяч человек, вмещающая 28 тысяч. В 2015-м полиция провела рейд внутри действующей тюрьмы и обнаружила то, что газеты назвали «тюрьмой внутри тюрьмы». Группировка наркоторговцев обустроила в одном из крыльев Билибид полноценную инфраструктуру, кондиционированные камеры с плоскими телевизорами, холодильниками и алкоголем. Отдельная кухня с поваром, аквариумы с рыбами, женщины, которых пропускали через охрану за взятки. Действующий колл-центр для управления наркотрафиком за пределами тюрьмы, лидер группировки Херберт Каланко руководил поставками наркотиков по всей стране прямо из своей камеры, используя незарегистрированные телефоны. Каланко сидел за убийство. Его срок посчитан пожизненный. Из тюрьмы он управлял бизнесом с оборотом в миллионы долларов. Когда полиция вошла в его крыло, она нашла сейф с наличными, несколько незарегистрированных телефонов и список охранников, получавших еженедельные выплаты. Президент Филиппин Родриго Дутерте лично приехал в Билибид после рейда и в прямом эфире национального телевидения назвал происходящее позором государства. После этого он запустил кампанию по внесудебному уничтожению наркоторговцев, в ходе которой за несколько лет погибло по разным оценкам от 6 до 27 тысяч человек. Каланко остался жив. Его перевели в другую тюрьму под усиленный контроль. Каланко управлял наркоимперией из тюремной камеры. Пичушкин объяснял убийство с методичностью бухгалтера. Брейвик судится с государством за недостаточное общение. Все эти истории задают один вопрос, который звучал в самом начале. Какая тюрьма в мире действительно самая страшная? Ответ оказывается неудобным. Самая страшная тюрьма не та, где хуже всего кормят или где холоднее всего зимой. Самая страшная — та, которая не выполняет ни одной из 2 задач, для которых создавалась, не защищает общество и не меняет человека. Лагерь номер 14 в Северной Корее держит людей, которые не совершили никаких преступлений, только родились не там. Ла-Сабонета позволяла убивать сотнями, пока охрана считала трупы снаружи. Билибид давала серийному преступнику инструменты для расширения бизнеса. АДХ Флоренс разрушает психику людей настолько, что после освобождения, если оно когда-нибудь наступает, они не способны функционировать в обществе, которое их боялось. Норвежская Баста с ее лошадьми и теннисными кортами возвращает 84% прошедших через нее к нормальной жизни. Американский Супермакс с бетонными стенами и вечным светом производит людей, которые после освобождения совершают новые преступления в 67% случаев, потому что за годы изоляции разучились взаимодействовать с другими людьми вообще. Статистика не означает, что серийных убийц нужно содержать в комфорте. Она означает другое. Большинство тюрем в этом списке строились не для того, чтобы работать. Они строились для того, чтобы исчезнуть из поля зрения, вместе со всеми, кто внутри. Тодд Эшкер провел в бетонной камере Пеликан-Бэй 28 лет. За это время сменилось 7 губернаторов Калифорнии, прошло 7 чемпионатов мира по футболу, родилось и выросло целое поколение людей. Он не видел дерева, не слышал дождя, только через вентиляционное отверстие в потолке камеры. В 2017-м его перевели в общий корпус после судебного решения о незаконности бессрочного одиночного заключения. На первой прогулке в общем дворе он остановился посередине и несколько минут смотрел на небо, не двигаясь. Охранники не понимали, что происходит. Он просто не видел небо без решетки 28 лет. Михаил Попков в полярной сове за полярным кругом убил 78 человек и будет жить там до смерти. Это справедливо по любым меркам.
Но в той же системе, в похожих условиях сидят люди, чья вина доказана хуже, чьи дела пересматривались и не пересматривались по случайным причинам. Российская пенитенциарная система не публикует статистику судебных ошибок. В Японии каждое утро в камерах смертников люди просыпаются, не зная, последнее ли это утро. Масуми Хаяси ждет исполнения приговора с 2009-го. Прошло 15 лет. Каждое утро стук в дверь. И каждое утро это оказывается завтрак, а не конец. Японские психологи называют это состояние хроническим умиранием. Человек умирает каждый день, не умирая. Шин Дон Хёк, единственный человек, сбежавший из лагеря номер 14, живет в Сеуле. Если вы думаете, что жизнь в таких условиях, но это худший кошмар, то у нас на WideOri.com есть еще больше историй, которые заставят вас крепче держаться за подушку. Загляните по ссылке в описании, чтобы узнать, что бывает в мире, где страх и реальность идут рука об руку. Он выступает перед аудиториями, дает интервью, написал книгу. В 2015-м он уточнил некоторые детали своих показаний. Признал, что часть событий помнил неточно из-за психологической травмы. Северокорейское правительство немедленно объявило все его свидетельство ложью. Лагерь номер 14 продолжает работать. Так какая тюрьма самая страшная? Та, где убивает тишина, как в ВДХ Флоренс. Та, где убивают друг друга, как в Кандиру. Та, где рождаются и умирают, не зная внешнего мира, как в лагере номер 14. Или та, из которой выходят и снова возвращаются, потому что выйти оказалось страшнее, чем остаться. Один бывший заключенный АДХ Флоренс, отбывший 12 лет в одиночной камере и освобожденный в 2014-м, через 8 месяцев после выхода, совершил преступление, которое вернуло его обратно. На вопрос следователя о мотиве он ответил коротко: снаружи было слишком шумно.